Решили приобрести себе цифровой манометрический коллектор. Хотели тесто 550 или 549. Курс подорожал. Решили пока обойтись дешевым китайским вариантом. Autool LM120+. Вот, заказали, распаковываем. В комплект входит сумка. Цена, кстати, 10 тысяч нам вышла. В сумке что мы имеем? Саму станцию, 2 термодатчика, шланги 3 штуки и ремкомплект. Инструкция. Батарейки, кстати, в комплект не входят. Мы их покупали отдельно. Включается она так. Это выбор фреона. По заявлениям на сайте 89 видов здесь. Ну, у нас ходовые 410 и 22. Они здесь есть. Вот R22. Вот R410. Для кондиционерщиков, наверное, больше и не надо. Но R32 еще сейчас вот появился. Если он здесь, посмотрим. Да, есть. 407, 134. Ну, для холодильщиков 407, 134 еще, наверное, пригодится. 404. Так. Это функционал. Это обнулить показания все. Сотка прыгает периодически. Не знаю почему, но, наверное, на всех китайских прыгает. На тесто, насколько я знаю, она не прыгает. Крючок. Многие жалуются, что шатаются вот эти вентили. Но у нас почему-то они не шатаются. Как бы все плотненько сидит, плотненько закручивается, откручивается. Вот. В принципе, мне кажется, неплохой аналог теста. За сумму почти в 2 раза дешевле. Даже больше, чем в 2. Тесто сейчас стоит 25 290. Шланги длинные. Шланги длинные. Метр 30, полтора, может. Ну и подсумок. Вот, полностью комплект, еще раз напомню, обошелся нам в 10 тысяч рублей. Доставка была 7 дней, почему-то с России в Россию. Собран крепко. Датчик накинем. Сейчас проверим, датчик накинем. Вот сразу показывает температуру. Пошла вверх. Также возможность есть выбрать
чем измерять температуру в Цельсиях или Фаренгейт. Это там для американского рынка, допустим, или для российского. И в чем измерять давление. Килопаскаль, мегапаскаль, пси, бары. Функционал хороший. Подсветка. Не знаю, будет видно или нет, снимаем днем. Ну да, видно. Подсветка имеется. Ну все, хорошая станция. Рекомендуем к покупке. Как проверим, снимем следующее видео. Покажем вам, как она в работе.